Супер, так. Я подготовила тему полинейропатии, инфекционно-аллергическая демиелинизирующая полирадиклоневропатия Гиена-Барре, полинейропатия при сахарном диабете, этиология, патогенез, клиника и лечение. Полинейропатия – это множественное поражение периферических нервов, проявляющееся периферическими вялыми параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами, преимущественно в дистальных отделах конечностей. Это распространенный симметричный патологический процесс, обычно дистальной локализации, постепенно распространяющийся проксимально. Симптомами полинейропатии бывают постепенное появление онемения и покалывания в ногах или руках, которые могут распространяться вверх по рукам и ногам, острая колющая или жгучая боль, повышенная чувствительность к прикосновениям, отсутствие координации и падения, мышечная слабость или паралич, если повреждены двигательные нервы. Если задействованы вегетативные нервы, симптомы могут включать непереносимость жары, изменение потоотделения, проблемы с пищеварением, мочевым пузырем или кишечником, изменение артериального давления, в результате чего могут появиться головокружение. Невропатия Гиена-Барре – это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. За 1-3 недели до проявления заболевания у большинства пациентов отмечаются признаки инфекции желудочно-кишечного тракта или же дыхательных путей, чаще всего после энтерита. Также это может быть инфекция, вызванная герпес-вирусами, микоплазмами, гемофильной палочкой и тому подобное. В частности, синдром Гиена-Барре может быть проявлением ВИЧ-инфекции. Вероятно, перенесенные инфекции запускают аутоиммунную реакцию. Эту же роль могут играть вакцинация, оперативные вмешательства, травмы периферических нервов. Аутоиммунная реакция против антигенов шванновских клеток и миелина приводит к отеку лимфоцитарной инфильтрации и сегментарной демиелинизации корешков, спинномозговых и черепных нервов. Реже атаке подвергаются антигены аксонов периферических нервов. Также этот синдром может быть одним из побочных эффектов препарата из группы иммунотерапии рака. Заболевание характеризуется относительно симметричной мышечной слабостью, которая типично начинается в проксимальных отделах мышц ног и через несколько часов или дней распространяется на руки. Часто слабость сопровождается парестезиями пальцев, стоп и кистей. Иногда слабость в первую очередь возникает в руках или одновременно в руках и ногах. Повышается содержание белка в спинномозговой жидкости. В тяжелых случаях возникают параличи дыхательных и краниальных мышц, главным образом мимических и бульбарных. Нередки боли в спине, плечевом и тазовом поясе, иногда радиирующие по ходу корешков, симптомы натяжения. Часто отмечаются выраженные вегетативные нарушения. При лечении обязательно срочная госпитализация больных в отделении интенсивной терапии. В фазе прогрессирования почасовое наблюдение за состоянием больного с оценкой дыхательных функций, сердечного ритма, артериального давления, состояния бульбарной мускулатуры и тазовых функций. Ранние признаки дыхательной недостаточности – это ослабление голоса, необходимость сделать паузу для вдоха во время разговора, выступание пота на лбу и тахикардия при форсированном дыхании, ослабление кашля. Плазмофорез и иммуноглобулин внутривенно, способны ускорять восстановление и уменьшать остаточный дефект, особенно в целеобразной фазе прогрессирования. В целях профилактики тромбоза глубоких вен голени назначают малые дозы гепарина. При порезе мимической мускулатуры необходимы меры по защите роговицы. Важное значение имеют ранние реабилитационные мероприятия. Полинейропатия при сахарном диабете – это состояние, возникающее вследствие нелеченного или поздно выявленного сахарного диабета, который проявляется в дегенеративном поражении всех элементов нервной системы. Главной причиной проявления столь грозного осложнения считается нарушение питания нервных волокон, которое возникает из-за деструктивных изменений в сосудистом русле. Хрупкие и ломкие капилляры не могут в полной мере доносить питательные вещества, витамины и микроэлементы к самым удаленным нейронам. Вот почему в основном страдают дистальные отделы человеческого организма – это нижние и верхние конечности. У больных диабетом чаще всего диагностируют дистальную сенсомоторную полинейропатию, при которой сначала затрагиваются чувствительные нервы, идущие к кистям и стопам. Симптом поражения малых нервных волокон – это чувство жжения или покалывания в руках и ногах, потеря чувствительности кожи к температуре, ночные боли, онемение в конечностях, чувство зябкости в конечностях, отеки стоп и тому подобное. При поражении больших нервных волокон наблюдается повышенная чувствительность кожи конечностей, потеря равновесия, патологические изменения в суставах, нечувствительность в движениях пальцев. Для успешного лечения полинейропатии очень важно удерживать уровень сахара в крови на нормальном уровне. При диабетической полинейропатии очень важно регулярно осматривать стопы и предотвращать возможные повреждения кожи стоп. Для этого необходимо носить только удобную обувь, избегать хождения по полу босиком. Сухую кожу конечностей необходимо обрабатывать специальными кремами.
Из медикаментозных методов лечения активно применяют в настоящее время комплексы витаминов группы В, теоктовую кислоту, препараты из группы антигипоксантов. Широко используются физиотерапевтические методы лечения. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание.